Новый уровень напряжения, перехват российских истребителей самолетами НАТО. Что пошло не так? Беларусь готовится к нападению, резкое заявление Минска и обращение к силам Североатлантического альянса. Запад готов задавить Россию. Новые требования из Германии. Европа ставит условия Трампу и Путину в преддверии саммита на Аляске. Чего хотят? Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос, но есть условия. Какие и от чего уже отказалась Москва? Официальное заявление. Раскол в армии и угроза окружения сил ВСУ. Украинские военные жалуются на советскую практику командования и заявляют: большая советская армия побеждает маленькую советскую армию. Какова ситуация на линии фронта? Встреча Путина и Зеленского на Ближнем Востоке или в Европе? Почему Трамп заявил о возможном срыве переговоров? Казахстан отправляет военных в Россию, в Украине заявляют об экстренной эвакуации на фоне проблем на фронте, а Узбекистан пасет задних. Целый век необходим Ташкенту, чтобы войти в число стран с высоким доходом. Почему так произошло? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Киев возмущен действиями Тбилиси. Градус в отношениях между Украиной и Грузией повысился из-за действий правящей партии Грузии «Грузинская мечта», которую оппозиция часто называет «русская мечта» из-за связи с Москвой. Эта партия, как утверждается, снова использует тему войны в Украине в своей предвыборной агитации. В сети гуляет ролик, в котором цветущие грузинские города сравниваются с разрушенными и буквально стертыми с лица земли украинскими городами в результате российско-украинской войны. «Выбирай мир» подписано видео. Это главный лозунг мечты на выборах мэра Тбилиси. Прошлой осенью перед парламентскими выборами «Грузинская мечта» также использовала тему войны в Украине для политической рекламы. В МИД Украины осудили эту агитацию и посоветовали политтехнологам «Грузинской мечты», далее цитата, «быть честными со своим народом и разместить в соцсетях более правдивую картинку. Российский триколор справа и закрытые двери ЕС и НАТО слева». Власти Грузии присмыкаются перед Москвой и при этом пренебрегают принципами достоинства и независимости, говорится в официальном обращении украинских дипломатов к представителям грузинской власти. В Польше не утихает скандал из-за флага УПА, который украинцы развернули на концерте в Варшаве. Дело дошло до президента страны. Навроцкий призвал бросать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА. Об этом он заявил в эфире телеканала Полсат. «Бандеровские символы, — сказал Навроцкий, — в польском публичном пространстве неприемлемы. Варшава должна жестко реагировать на подобные вещи и выдворять нарушителей из страны». При этом новый президент Польши упрекнул Зеленского. По его словам, в украинских государственных школах и вузах символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. В то же время, среди прочего, он допустил, что появление флага ОУН-УПА на концерте могло быть не только признаком плохого образования, но и российской провокацией. Мы понимаем, что в Украине бандеровские символы, в том числе в системе общего образования, не описываются так, как это соответствует историческим исследованиям. Это были убийцы, изверги, надо прямо так и говорить, которые несут ответственность за смерть около 120 тысяч человек, в том числе наших сограждан, наших предков. Поэтому, независимо от причины этого позорного поведения, нужно реагировать решительно и заняться также законом, который лежит в польском сейме, чтобы и на законодательном уровне это пресекалось, и чтобы подобные ситуации не повторялись. В то же время посол Украины в Польше Василий Боднар также раскритиковал выходку соотечественников с флагами и не стал защищать правонарушителей. В комментарии польскому радио RMFM24 он сказал, что не понимает, зачем украинцы пошли на концерт русскоязычного исполнителя. Посол подчеркнул, украинцы – гости Польши и должны соблюдать польские законы. В противном случае придется отвечать за свои поступки. Беларусь готовится к нападению. В Минобороны страны заявляют, должны быть готовы отразить атаку. РФ и РБ именно поэтому собираются тренироваться применять ядерное оружие и орешник на совместных учениях «Запад-2025», которые пройдут в середине сентября. Главная цель маневров – противостоять агрессии против союзного государства. Об этом лично заявил министр обороны республики Хренин. Главным противником он называет НАТО. Говорит, что войска скапливаются в Польше. В Минске также уверяют, что в рамках учений военные
военные Беларуси и РФ планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами условного противника. А еще Минск, несмотря на намеки угроз со стороны НАТО, обратился к странам Североатлантического альянса и пригласил представителей 9 стран этого блока в республику для мониторинга учений. Кроме того, в списке приглашенных страны Содружества независимых государств и государства-члены Шанхайской организации сотрудничества. Конечно же, мы планируем отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания, как требует глава государства. Мы должны быть готовы ко всему, понимая, что на сегодняшний день, и видя обстановку, которая происходит на наших западных, северных границах, мы не можем здесь спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью, несмотря на то, что мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но, как понимаете, порох надо держать всегда сухим в пороховницах. Отмечу, что в НАТО при этом заявили, что готовы отразить любую угрозу со стороны Беларуси и России, если их войска попытаются совершить агрессивные действия против стран восточного фланга Альянса во время тех самых совместных учений «Запад-2025». Угроза окружения и раскол внутри армии. В преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске, а также с учетом недавнего прорыва сил РФ на востоке Украины, западная пресса пишет о проблемах, с которыми сталкивается ВСУ. Одна из главных бед – это нарастающий раскол между рядовыми солдатами и высшим командованием. Украинские военные говорят: если ты глуп и послушен, тебя оставляют в покое. Об этом пишет Wall Street Journal. В материале говорится, что инициатива наказуема, а генералы отдают приказы о лобовых атаках, которые имеют мало шансов на успех и отклоняют просьбы измотанных подразделений о тактическом отступлении для спасения своих людей. И несмотря на то, что такие же проблемы есть и в армии России, украинские военные акцентируют внимание на том, что Украина не так быстро может восполнять потери. Украинские военные говорят и о том, что большая советская армия побеждает маленькую советскую армию. Это была цитата. И это связано с тем, что ВСУ начали проигрывать на поле боя после возвращения к старым практикам, говорится в материале. А Вашингтон-Пост тем временем пишет об угрозе окружения сил ВСУ. Украинские войска в восточном городе Покровск оказались под угрозой окружения, сообщил американский оборонный чиновник, говоривший на условиях анонимности для обсуждения текущих оценок боевых действий. Похоже, украинцы готовили оборонительную позицию в регионе, чтобы измотать наступающие российские войска, сказал чиновник. Как они пытались сделать в конечном итоге неудавшейся попытки удержать цитадель Бахмута в 2023 году. В связи с обстановкой на линии фронта украинские власти объявили новый этап экстренной и принудительной эвакуации семей с детьми из Донецкой области, в частности из как минимум 15 населенных пунктов. Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений в координации с правоохранительными органами как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. В очередной раз подчеркиваю, пребывание на территории Донецкой области представляет постоянную опасность. Американцы ищут пути для того, чтобы без общеукраинского референдума и в обход Конституции Украины оставить за Россией украинские территории, которые она сейчас контролирует. Уитков и Путин обсуждали для Украины модель западного берега Иордана. Об этом пишет The Times. В материале говорится, что согласно этой модели границы Украины не изменяются, подобно тому, как границы западного берега остаются неизменными на протяжении 58 лет, но находятся под контролем Израиля. Такой исход для оккупированных территорий Украины некоторые американские переговорщики рассматривают как простое отражение реальности войны и отказа всех других стран напрямую участвовать в боевых действиях против России. С этой точки зрения, остается лишь установить точные границы российской оккупации, которые Путин стремится расширить как можно дальше перед переговорами с Трампом в Аляске. В Белом доме при этом отрицают, что подобные разговоры были. Информацию издания назвали фейковой, однако вопрос территорий, кто и как их будет контролировать, все же главный на повестке дня. И Зеленский уже готов обсуждать вопрос земель, но отдавать новые территории, которые все еще остаются под контролем Украины, не будет. Об этом заявил и он, и канцлер Германии Мерц после телефонных переговоров с Трампом. Запад выдвинул свои условия завершения войны. Это сигнал из Германии в Россию, уверяют европейские лидеры. Сначала должно быть достигнуто прекращение огня. Затем должны быть согласованы основные элементы в рамках соглашения.
И, наконец, в-третьих, Украина готова вести переговоры по территориальным вопросам. Однако так называемая линия соприкосновения должна быть отправной точкой. Юридическое признание российских оккупаций не подлежит обсуждению. Принцип, согласно которому границы не могут быть изменены силой, должен продолжать действовать. Кроме того, условия Запада такие. Украина должна получить гарантии безопасности, и если прекращения огня не будет, то Европа предлагает задавить Россию санкциями. Вопрос оккупированных территорий будет ключевым элементом мирных переговоров. Они неотделимы от гарантий мира для остальной территории Украины и для Европы, и поэтому их нельзя обсуждать без присутствия президента Украины за столом переговоров. На сегодняшний день нет серьезного плана обмена территориями. Зеленский же, помимо заявлений Макрона и Мерца, говорит еще и о том, что Россия не должна иметь права решать, в какую сторону хочет двигаться Киев, будь то ЕС или НАТО. Предлагаю послушать. Также среди согласованных принципов Россия не может иметь права вето на европейские и натовские перспективы Украины. И мирные переговоры должны сочетаться с соответствующим давлением на Россию. Санкции должны быть, и их нужно усиливать, если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске. В России же накануне дали понять, что к выводу войск с определенных территорий не готовы. В МИД РФ заявили, что территории закреплены в Конституции, и этим все сказано. Это была цитата. Издание Axios при этом пишет, что Трамп настаивает на том, что в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом нужен обмен территориями. Накануне американский президент заявил, что уже остановил 5 войн и уничтожил ядерный потенциал Ирана. Теперь же собирается прощупать почву и организовать встречу Путина и Зеленского. Как пишут СМИ, такая встреча может состояться уже на следующей неделе в одной из стран Ближнего Востока или же в Европе. Но встреча может и сорваться. И вот при каких обстоятельствах. Если первая встреча пройдет нормально, мы почти сразу проведем вторую. Хотел бы это сделать как можно быстрее. Вторая встреча могла бы состояться между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят моего участия. Это будет встреча, но многое можно будет сделать уже на первой. Первая встреча важна, но она подготовит почву для второй. Я думаю, что вторая встреча, если она состоится, может быть, ее и не будет, если я сочту, что это неуместно или что нам нужны определенные ответы. В таком случае второй встречи не будет. Эстония просит на выход российского дипломата. Первый секретарь посольства РФ в Таллине Дмитрий Прилепин объявлен персоной нон-грата. Официальная версия – вмешательство во внутренние дела страны. Как заявил глава эстонского МИД Маргус Цахна, Прилепин, далее цитата, «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, в расколе эстонского общества, способствуя совершению государственных преступлений, включая многочисленные нарушения санкций». Конец цитаты. В России отреагировали на дипломатический скандал. Высылка дипломата – это враждебное действие Эстонии, считают в российском МИДе, и обещают Таллину скорый ответный удар. Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли. Вот, слава богу, что возвращающиеся дипломаты находят себе более полезное применение в стенах министерства. Вот. А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов. НАТО экстренно подняло в воздух свои истребители. Впервые 2 итальянских F-35, которые сейчас патрулируют небо Эстонии, поднялись по тревоге из-за приближения российских самолетов. Как сообщает воздушное командование Альянса, для перехвата они вылетели с эстонской авиабазы Эмари. Итальянская оперативная группа воздушных сил 32-й истребительный полк на авиабазе Эмари в Эстонии находится в режиме быстрого реагирования 24/7, демонстрируя приверженность Альянса к защите воздушного пространства НАТО. Напомню, в начале августа Италия официально приняла миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сменив Португалию на авиабазе в Эмари. Казахстан срочно отправляет военных в Россию. Представители военного ведомства Астаны будут направлены на Красную площадь второй раз за этот год. И теперь не для марша. На этот раз военные станут участниками фестиваля. Почетный караул и оркестр из РК участвуют в фестивале «Спасская башня», где сыграют не только марши, но и аутентичные мелодии степей, пишет издание Орда КЗ. В Москву едет целая культурно-военная делегация. Пресса Казахстана уточняет, что «Спасская башня» — это военно-музыкальный фестиваль. Казахстан неоднократно принимал в нем участие, однако последний раз целых 6 лет назад.
Узбекистан, согласно прогнозам, станет одной из последних стран Центральной Азии, которая достигнет уровня стран с высоким доходом на душу населения. Согласно данным Всемирного банка, Казахстан и Туркменистан первыми в регионе достигнут уровня высокого дохода, затем Кыргызстан, как ожидается, достигнет этого уровня примерно через 70 лет. Узбекистан и Таджикистан станут последними, и согласно прогнозам им потребуется более 100 лет, чтобы достичь этой отметки. Всемирный банк проводил расчеты на основе среднего роста за последние 10 лет, однако за этот период спад из-за пандемии, а также значительное снижение доходов в Казахстане и Кыргызстане в начале периода существенно повлияли на средний рост. Если взять средний рост доходов на душу населения после пандемии, то, по моим расчетам, в Казахстане доход на душу населения превысит уровень 14 тысяч долларов уже в 2026 году. Туркменистан достигнет этого уровня в 2034 году, Таджикистан в 2037 году, а Узбекистан в 2042 году. Таким образом, Узбекистан все равно останется последней страной в регионе, которая достигнет этого уровня, исходя из среднего роста за последние 4 года. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и оставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.